Буквально несколько минут назад центральные СМИ и пресс-служба организации Никиты Михалкова сообщают трагические новости из мира российского шоу-бизнеса. Сегодня рано утром в специальном поезде Барнаул-Москва произошло чрезвычайное событие. Неожиданному нападению с трагическими последствиями подверглись несколько пассажиров специального поезда, сотрудники антикоррупционного комитета, общественные деятели и известные артисты Руслан Байсаров, Дэни Байсаров, актриса Ирина Муравьева, певец Михаил Муромов и актер Юрий Назаров. Помимо этого в специальном поезде находились и два других члена антикоррупционного комитета – певцы Алексей Глызин и Александр Буйнов. Ниже упомянутых артистов, которые совсем недавно потерпели аварию на вертолете в Алтайском крае в районе Чемдарского ущелья, перевозили на специальном поезде из госпиталя города Барнаула на лечение в Москву. Их сопровождала охрана и другие сотрудники организации Александр Буйнов и Алексей Глызин. По словам сотрудника антикоррупционного комитета, известного советского и российского певца, народного артиста России Александра Николаевича Буйнова, который остался жив в результате нападения, чрезвычайная ситуация произошла в 100 километрах от города Барнаула на небольшой железнодорожной станции под названием Макеевка. Так как артисты, члены антикоррупционного комитета, которые еще не совсем оправились после аварии на вертолете, и некоторые из них находились в тяжелом состоянии, их должны были сопровождать специальная бригада врачей, которая должна была следить за их состоянием здоровья во время переезда. По этой причине на станции Макеевка в поезд села бригада медицинских работников, которая должна была следить за состоянием здоровья членов антикоррупционного комитета. Однако, по словам Александра Николаевича Буйнова, поведение медработников ему показалось очень странным и по внешнему виду, и по своему поведению. Вместо ожидаемых медсестер и заслуженных врачей медперсонал состоял из молодых крепких парней в белых халатах. Члены антикоррупционного комитета Алексей Глызин и Александр Буйнов связались с руководством города Барнаула и решили выяснить всю информацию о медицинском персонале, который появился в поезде. Однако руководство города Барнаула заявило, что ничего не знает о подобном медицинском персонале и попросило быть артистов предельно осторожными. К сожалению, было уже поздно. Как говорит Александр Николаевич Буйнов, в этот момент из вагона поезда, где находились члены антикоррупционного комитета, он услышал отчаянные крики, шум и звуки выстрелов и немедленно ринулся на помощь. К сожалению, самые страшные опасения подтвердились. Медицинский персонал оказался фальшивым и совершил нападение на членов антикоррупционного комитета. По словам Александра Николаевича Буйнова, который получил ранение в результате нападения, уже теряя сознание, последнее, что он увидел, это актрису Ирину Муравьеву, которая лежала на полу купе поезда. Охране поезда удалось остановить преступников, но, к сожалению, с очень трагическими последствиями. В результате нападения погибли два сына певца Михаила Муромова, которые также сопровождали своего отца во время переезда. Ранения разной степени получили актер Юрий Назаров и певец Александр Буйнов, а вот Ирина Муравьева, Руслан Байсаров и Дэни Байсаров не были найдены на месте происшествия. На данный момент в районе города Барнаул объявлена операция «Перехват». Разыскиваются преступники, которые остались живыми и смогли покинуть место происшествия, а также члены антикоррупционного комитета Ирина Муравьева, Руслан Байсаров и Дэни Байсаров. Абсолютно неизвестно, что с ними на данный момент. Зрители с большим стажем могут помнить, что несколько дней назад
В районе Чемдарского ущелья в Алтайском крае потерпел крушение вертолет, на котором члены антикоррупционного комитета перевозили тяжело больного Дэни Байсарова в медицинский санаторий Алтайского края. На борту вертолета находились Руслан Байсаров, сам Дэни Байсаров, экипаж вертолета, актер Юрий Назаров, актриса Ирина Муравьева и певец Михаил Муромов. Члены антикоррупционного комитета получили травмы, но выжили в результате аварии. Однако в поезде Барнаул-Москва вновь подверглись нападению. Руководство антикоррупционного комитета Никита Сергеевич Михалков и товарищ Бастрыкин, которые на данный момент находятся в Курской области, поставили задачу в самые кратчайшие сроки обезвредить и найти преступников, а также выяснить судьбу пропавших членов антикоррупционного комитета. Но и по традиции последние новости о организации Никиты Михалкова и его работе. В Курской области нашли членов антикоррупционного комитета известных артистов Бориса Щербакова и Александра Михайлова, которые пропали 2 дня назад при трагических обстоятельствах. Оба артиста остались живы, но им требуется медицинская помощь. Известный российский и грузинский певец Сосо Павлиашвили в скором времени откроет в Грузии филиал антикоррупционного комитета наподобие организации Никиты Сергеевича Михалкова в России. В скором времени Сосо Павлиашвили приедет в Москву для обмена опытом и личной встречи с руководством антикоррупционного комитета. Население города Ульяновска выразило открытое недоверие местным властям в связи с сильнейшим повышением цен на жилищно-коммунальные услуги. Филиал местного антикоррупционного комитета в городе Ульяновске обратился лично к товарищу Михалкову с просьбой разобраться в данной ситуации. Известные российские артисты, певица Натали, певец Ярослав Дронов, больше известный как Шаман, и Олег Михайлович Газманов перечислили по 1 миллиону рублей всем пострадавшим при чрезвычайной ситуации в Курской области. Как заявил член антикоррупционного комитета певец Шаман, он требует полного отчета, куда пойдут данные финансовые средства и кому именно будет оказана помощь. Подобное отношение к деньгам связано тем фактом, что известные российские артисты хотят, чтобы финансовая помощь дошла именно до простых людей, а не осела в карманах местных коррупционеров. Известный российский и советский певец Сергей Челобанов оказался в больнице после пожара с сильными ожогами. Трагедия произошла в загородном доме известного артиста. Что стало причиной пожара, на данный момент выясняет полиция. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.